Пустыни Северной Америки встречают случайных гостей не слишком дружелюбно. Обилие огромных колючек дополняется множеством ядовитых и опасных созданий, которые не могут ужиться даже между собой. Это одно из немногих мест на планете, где обитают ядовитые ящерицы, которые за свои повадки, аппетит и тяжелое вооружение получили прозвище монстра. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герой сегодняшнего выпуска – ящер, который сметает все на своем пути. Встречайте, аризонский едозуб. Аризонский едозуб – довольно массивная для своих мест ящерица. С учетом хвоста длина ее тела достигает 60 сантиметров, а масса может превышать 2 килограмма. Ареал обитания рептилии охватывает засушливые районы юго-запада США. Несмотря на жизнь в пустыне, кожа едозуба не способна удерживать спасительную влагу, поэтому считанные минуты под палящим летним солнцем могут обернуться для рептилии перегревом и смертью. В жару ящерица вынуждена постоянно пополнять водный баланс или дожидаться более прохладного времени суток. Чтобы пережить летний зной, весной едозуб охотится и днем, и ночью, поедая все, что только попадается ему на пути. Это довольно медлительная ящерица, от которой легко сбежать, но горе тому, кто слишком беспечен в столь враждебно настроенной пустыне. Таким образом, жертвой могут стать даже прыткие дальние родственники. Многие ящерицы спасаются от хищников отбрасыванием хвоста, но укус едозуба – его главное оружие. Рот рептилии скрывает более 40 зубов, длиной не более 5 мм, однако они загнуты назад и снабжены острыми режущими краями. Вдоль нижней челюсти проходит желобок, через который на основание нижних зубов попадает невероятно действенный яд, сравнимый с токсинами самых опасных змей. И хоть его доза невероятно мала, одного укуса хватает, чтобы обездвижить не только теплокровных млекопитающих, но и рептилий, и чем больше ящер жует, тем большая доза яда попадает в рваную рану. Хотя чаще всего в качестве мишени едозуб выбирает добычу, которая не способна убежать. Главным блюдом становятся птичьи яйца, и никакие грозные крики встревоженных родителей не помешают хищнику осуществить задуманное. Силы укуса хватает, чтобы с легкостью пробить прочную защиту, после чего все до единого яйца отправляются в желудок голодного охотника. Как и у змей, в поиске пищи ключевое значение играет длинный язык, который обнаруживает добычу, даже скрытую под землей. Без всякого сомнения, детеныши млекопитающих поглощаются заживо, и любой, кто попытается помешать, рискует оказаться в бездонном желудке. Едозуб не прочь перекусить и взрослыми грызунами, а если подвернется случай, то и летучими мышами. На пути медлительного монстра нет преград. Ради сытного лакомства он готов взбираться на деревья или лезть напролом сквозь колючие кактусы. Медленно, но верно, он всегда осуществляет задуманное. Чрезвычайно медленный обмен веществ позволяет ящерице обходиться без пищи несколько месяцев. Но прожорливость хищника объясняется накоплением жировых запасов, резервуаром для которых служит собственный массивный хвост. Всего за целый год ящерица питается лишь 5-10 раз, но каждая порция может превышать треть от веса охотника. Когда климат изменится, едозуб уже будет в надежном укрытии, где и проведет остаток года. Таким образом, около 90% жизни ящерица коротает под землей в чужих норах или в расщелинах среди камней,
летом прерывая свой отдых лишь короткими ночными прогулками, а зимой впадает в спячку, чтобы с наступлением весны вновь отправиться на поиски пищи. Тело ящерицы покрыто крупной чешуей, а дополнительную защиту обеспечивают остеодермы – настоящие костяные доспехи, скрытые в слоях кожи. Поэтому с учетом острых когтей и ядовитых зубов, несмотря на черепашью скорость, желающих подкрепиться ядозубом не так уж много. Но на всякий случай он носит яркий рисунок, чтобы даже самые отчаянные подумали дважды, прежде чем напасть. Хотя иногда, минуя предупреждения, на ядозубов все же охотятся койоты и хищные птицы внушительных размеров. Также на пути ядовитого ящера может встать себе подобный. Особенно, когда настает период сражений за самку. Вцепившись друг в друга, ядозубы катаются в пыли до тех пор, пока один из них не сдастся, а учитывая боевой характер, уступать никто не собирается. Таким образом, ожесточенное сражение может длиться более 3 часов. При этом, несмотря на тяжелое вооружение, броня спасает от взаимных атак, поэтому своеобразный рестлинг чаще всего обходится без последствий. При благоприятных условиях ядозубы способны прожить 20, а иногда и 30 лет. Южнее, в каменистой местности Мексики, обитает близкий родственник аризонского ядозуба – эскорпион, или мексиканский ядозуб, который вырастает до 90 см и является куда более опасным созданием. Особенно в былые времена для мексиканских мужчин, которые в качестве забавы засовывали руку в рот агрессивному хищнику, чтобы успеть вытащить ее до момента укуса. От подобных состязаний ежегодно погибало более 10 человек, и около 30 получали серьезные травмы. Долгое время эти ящеры имели скверную репутацию. Люди боялись их и нещадно истребляли, хотя из-за медлительности они не представляют особой опасности для человека. Наконец, 70 лет назад аризонский ядозуб стал первым ядовитым животным, получившим защиту. Несмотря на это, популяция ядовитых ящериц до сих пор не восстановилась, и по сей день эти древнейшие создания находятся под угрозой исчезновения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!